И является ли Mercedes EQE лучшим электромобилем? Подробный обзор и тест-драйв кроссовера Mercedes EQE с участием Томаса и нашим каналом в 4К на весь экран и в максимальном объеме. Вы можете увидеть закрытую решетку радиатора с дополнительным узором из микрозвезд. Действительно, это очень красивый дизайн. Это линейка AMG, что подразумевает наличие спортивных акцентов в нижней боковой части. Вскоре мы также сможем увидеть различия от Electric Art Line. Данный цвет действительно особенный. Он носит название Alpine Grey и является специальным цветом для линейки AMG. Сегодня у нас действительно великолепное место для съемок на португальском побережье. Кроссовер EQE длиной 4,86 метра, и он является младшим братом EQS и обгоняет по размерам некоторых конкурентов, таких как BMW iX. Колеса имеют размер от 19 до 22 дюймов. На данном автомобиле установлены 21-дюймовые колеса. Сбоку можно открыть отсек для заливки жидкости стеклоочистителя. Однако капот открыть нельзя. Под ним располагается опциональный HEPA-фильтр. Касательно технологических особенностей кроссовера EQE. Если у вас полноприводная версия с электродвигателем спереди и сзади, вы можете отключить передний двигатель для повышения экономичности, когда он не требуется. Также доступна базовая версия с приводом только на задние колеса. Сегодня мы тестируем модель EQE 500 с полным приводом. Технологические обновления, представленные на этом автомобиле, также будут применены к другим электрическим моделям Mercedes, таким как стандартный EQE, EQS и даже кроссовер EQS. Однако все начинается именно с этой модели. Вторая новость заключается не только в возможности отключения переднего двигателя, но и в наличии стандартного теплового насоса, благодаря которому зимой уменьшатся потери в дальности хода. Визуально заметно наличие боковой подножки, которая является стильным элементом дизайна, и также улучшает аэродинамические характеристики автомобиля. Здесь мы видим более купеобразную линию кузова с ярко выраженными задними крыльями. Еще одной технологической особенностью является наличие рулевого управления задней оси, доступное в качестве опции. Это дает возможность задним колесам поворачиваться на угол до 10 градусов в направлении противоположном передним колесам. Это существенно уменьшает радиус поворота на 2 метра. Здесь можно заметить световую полосу, идущую через кузов. По бокам расположена спираль из 4 элементов, в отличие от кроссовера EQS, где она состоит из 5 элементов. Нижняя часть линейки AMG даже не пытается имитировать фальшивый выхлоп. Как вы относитесь к этому? Емкость батареи составляет около 90 киловатт-часов. В прайс-листе указаны версии с 89 и 91 киловатт-часами, но различия между ними незначительны. Это связано с использованием разных поставщиков, но время зарядки практически одинаково и составляет около 30 минут для заряда от 10 до 80%. Это актуально при использовании максимальной мощности зарядки на 170 киловатт. Поворотники заменяют дневные ходовые огни спереди и поворотники сзади автомобиля. На первый взгляд, это может выглядеть менее впечатляюще, но при более тщательном рассмотрении вы обнаружите вертикальные структуры, которые добавляют стиль. В этом автомобиле также имеется крутой рисунок приветственного света. Обратите внимание, как свет разгорается, когда я открываю автомобиль. Действительно эффектно. К слову, я не рекомендую делать подобные вещи, но иногда и сам не могу удержаться от забав с автомобилями, которые не приносят пользы. Например, не отпуская стояночный тормоз, слегка нажимая на акселератор. Повторяю, не стоит этого делать, но признайтесь, выглядит странно, верно? Здесь мы можем хорошо увидеть два автомобиля линейки AMG в цвете Alpine Grey. На основном автомобиле есть боковые ступеньки, а на другом тот же цвет, но без ступенек, что придает ему другой вид. Какой вариант вам больше нравится? Кстати, с точки зрения аэродинамики, боковая ступенька предпочтительнее, так как она улучшает движение воздуха под автомобилем и направляет его к задней части. И для вас есть еще больше вариантов цветов. Например, синий содолит, довольно насыщенный и темный оттенок, который, по моему мнению, отлично подойдет для автомобиля с такими же 21-дюймовыми колесами. Или, к примеру, светло-белый Diamond. В данном случае будет больше контраста с колесными арками. Это 19-дюймовые колеса. Можно увидеть, как автомобиль выглядит с менее крупными колесами. Согласны, что большие колеса выглядят привлекательней, однако с пневматической подвеской вы сможете компенсировать разницу в уровне комфорта. Здесь мы также можем заметить различия между линейкой AMG со спортивными акцентами в нижней части и линейкой Electric Art Line, которая выглядит более утонченной, благодаря более закрытому виду, менее спортивному характеру и большему количеству хрома в нижней части, акцентируясь на элегантности. Также стоит отметить, что звездный узор — это всего лишь опция, которая не связана с линейками AMG или не AMG. А вот так автомобиль выглядит в серебристом цвете.
А как насчет полностью черного? Здесь мы видим брелок, который действительно имеет внешний вид премиум-класса. Обратите внимание на интегрированные дверные ручки, расположенные на одном уровне с кузовом, которые выдвигаются при касании. Они являются дополнительной опцией для кроссовера EQE, но, на мой взгляд, возможно, это лишнее. Затем звук закрывания дверей. Он действительно солидно звучит. Материал, используемый на внутренней поверхности дверей, называется Neotex. Это инновационный материал, схожий с неопреном и представляющий собой сочетание микрофибры и искусственной кожи. На ощупь и внешний вид Neotex производит приятное впечатление. Затем на внутренней части двери можно увидеть красивую интеграцию подсветки салона и блестящее лакированное покрытие. Однако отсутствует тактильная обратная связь управления сиденьями, что я бы считал недостатком. Это интерьер автомобиля линейки AMG, и вскоре сравним его с интерьером из линейки Electric Art. В данной модификации присутствует опциональный дисплей Hyperscreen, который выглядит великолепно. Однако, стоит ли его выбирать? Мы обсудим этот вопрос позже. Здесь представлено рулевое колесо линейки AMG с двумя спицами, расположенными по бокам. Здесь установлены комфортные сиденья, хотя существуют также спортивные версии. В линейке AMG также доступен выбор комфортных сидений. Однако стоит отметить, что спортивные сиденья недоступны в США и имеют более узкую форму. Обивка выполнена из кожи, которая выглядит уже потертой. Прикосновение к ней оставляет ощущение жесткости и грубости, указывая на недостаточное качество материала. Вскоре мы увидим, что обивка из материала Artico в линейке Electric Art гораздо более высокого качества. Мне действительно нравится посадка в этом автомобиле. Комфортные сиденья обеспечивают хороший уровень комфорта. Посадка здесь также более удобна, чем в седанах, потому что вы сидите в более вертикальном положении. Даже при росте 189 см над головой остается достаточно места. Кстати, это версия с панорамной крышей, которая обеспечивает много света и выглядит очень круто. Ее можно также открыть, что тоже здорово. Насколько это удобно? В общем, удобно, но стоит учесть, что уже при скорости около 60 км в час появляется громкий шум ветра. Поэтому для езды на высоких скоростях это, возможно, не самая лучшая панорамная крыша. Задние двери тоже выполнены из высококачественной искусственной кожи Neotex на верхней части. Все действительно хорошо сделано с точки зрения качества сборки. Затем можно заметить отсутствие центрального тоннеля, благодаря специально разработанной электрической платформе. Это действительно хорошо. И благодаря более вертикальному расположению, и несмотря на то, что колесная база короче, чем у седанов EQE, для ног здесь много места. Это совершенно не проблема. Пространство над головой также достаточно для высоких взрослых, поэтому 5 высоких взрослых могут разместиться без проблем. Лишь центральное сиденье немного жестковато в задней части. В нижней части имеется также отдельный климатический блок. Однако снова используется дизайн с одной кнопкой. Под ним расположены два зарядных устройства USB-C. Здесь можно опустить подстаканники. Таким образом, можно открыть подстаканники. Обзор водительского места с опциональным экраном Hyperscreen, который выглядит как единое стекло. Его размер в центре составляет 17,7 дюймов, а по бокам 12,3 дюйма. Это экран для пассажиров, на котором теперь можно персонализировать фон с вашим любимым изображением, будь то ваша собака, кошка, жена или муж. Вопрос в том, какое изображение вы бы выбрали для пассажирского экрана. Однако стоит учесть, что это опциональное дополнение, и я не уверен, что вы захотите его, потому что это действительно дорого. Его цена может составлять до 8000 евро. Базовая версия, которую мы скоро вам покажем, на мой взгляд, выглядит даже немного приятнее. Здесь представлены цифровые приборы с хорошей визуализацией. Вы также можете выбирать стиль оформления, более спортивный или сдержанный, или же с картой на весь экран. И это выглядит круто с видом со спутника, безусловно. Мой любимый внедорожный стиль, который, по-моему, выглядит самым замечательным, не правда ли? Проекция на лобовое стекло действительно большая, и вы можете также отображать некоторые визуализации для GPS на ней. Кому-то это нравится, в то время как другие считают, что это избыточно. Но окружающее освещение довольно замечательное. Вы имеете возможность изменять цвета по своему усмотрению. Кроме того, можно выбрать только один цвет или многоцветный режим, что предоставляет больше вариантов настроек. Еще одним впечатляющим моментом является то, что при использовании регулировки климата вам доступен визуальный эффект более теплых или холодных цветов. Интеграция Apple CarPlay и Android Auto действительно впечатляет своим масштабом и предлагает достаточно быструю работу. При этом возможны варианты подключения как беспроводного, так и проводного типа. Звуковая система Burmester действительно вызывает восхищение своим качеством. Основной акцент данной системы делается на то, чтобы исходный источник звука передавался максимально точно и правдиво. Это является главной целью создателей системы. Затем вы также сможете насладиться видом со спутника во всей его красе.
Вот этот пейзаж. Радует глаз, не правда ли? Например, на этом изображении расположены достопримечательности Лиссабона. Смотреть на них — это словно играть в компьютерную игру. И новшество в этой версии программного обеспечения — это функция прозрачного капота с камерой. Она транслирует изображение в режиме реального времени, а центральная часть формируется во время движения на основе данных из предыдущих кадров. Благодаря этому вы можете увидеть, находится ли под капотом острый камень, который может повредить шины или вызвать иные проблемы. Экран пассажира активируется только тогда, когда на сиденье кто-то сидит. В таком случае пассажир получает зеркальное отображение основного экрана, но также может смотреть видеопоток во время движения. Вот в чем заключается разница, и водитель этого не видит. Декор из матового дерева выглядит прекрасно, очень стильно. Кроме того, предусмотрена индуктивная зарядная панель и два зарядных устройства USB. В комплекте также имеются адаптивные подстаканники, однако они не обеспечивают надежное удержание тяжелых стеклянных бутылок или небольших бутылок. Давайте закроем, чтобы выглядело аккуратно. На этом блоке расположены элементы для выбора режима движения, а также кнопка «Старт-стоп». Далее располагается разделенный подлокотник с просторным отделением под ним. Отметим также наличие вместительного пространства под центральной консолью, снабженного дополнительными разъемами для зарядки. Давайте также рассмотрим интерьер Electric Art, начиная с внутренней стороны дверей, украшенных новой красивой отделкой из неопрена. Обратите внимание на приятный звук при прикосновении к этому материалу. Это действительно круто. Здесь также представлено базовое рулевое колесо. В дизайне AMG оно выглядит более привлекательно, поскольку там используется двухспицевая конструкция, в отличие от односпицевой в данной версии. Однако этот интерьер выполнен без использования животных материалов, и рулевое колесо приятно на ощупь. И также сиденья — это очень удивительно. Здесь они выглядят лучше и на ощупь мягче. Взгляните на место водителя. Здесь отсутствует дополнительный экран Hyperscreen. Расположение элементов вертикальное, аналогично моделям C-класса, S-класса и так далее. Имеется пространство для декоративных элементов, для которых можно выбрать различные стили. Это интересная 3D-структура. Мне кажется, что салон без Hyperscreen выглядит более эстетичным, и цифровые приборы здесь гармонично вписаны. Они установлены вертикально и обеспечивают лучшую видимость, благодаря тому, что солнечный свет попадает на них под лучшим углом. Таким образом, обеспечивается улучшенный обзор. Это решение помогает сэкономить средства и, по моему мнению, оно также предпочтительнее с точки зрения пользовательского интерфейса. Как думаете? Мы переворачиваем логотип здесь для открытия багажника. Объем багажного отделения составляет от 520 до 1675 литров. Хотя здесь нет направляющих по бокам, качество сборки действительно высокое. К тому же, в нижней части имеется много пространства для хранения зарядных кабелей. Длина багажника составляет 94 сантиметра, а между колесными арками предусмотрена дополнительная ширина. Здесь можно увидеть практически метровую ширину. Также важно отметить общую высоту, которая составляет впечатляющие 72 сантиметра. В целом багажник очень практичный. Также возможно сложить сиденья прямо здесь, однако для этого потребуется ухватиться за них. В данном случае не предусмотрено дистанционной разблокировки или чего-то аналогичного, после чего можно загружать вещи до передних сидений. Добро пожаловать в водительскую гостиную Томаса. Начнем с разгона в спортивном режиме немного в горку, но действительно ли у него достаточно мощности? Поехали! Мы уже достигли 90 км в час. Это довольно быстро. Официальное значение разгона составляет 5 секунд, однако здесь мы смогли сделать это за 4,9 секунды. Еще один мощный импульс от электромотора сзади. Я действительно почувствовал, как меня выдавливает сиденье. Это было очень весело и по-настоящему круто. Вот здесь мы впервые испытаем маневренность вождения, поскольку EQE короче, чем кроссовер EQS, и это действительно приносит больше удовольствия от вождения. Он определенно маневреннее. Даже колесная база здесь короче, чем у седана EQE. Все это делает концепцию действительно интересной. Однако стоит учесть, что у этих электромобилей имеется низкий центр тяжести, так как их батареи расположены в нижней и средней части. Разница между вождением седана и кроссовера на электромобилях здесь меньше, чем в моделях с двигателем внутреннего сгорания.
Мы не испытываем эффекта раскачки или чего-то подобного. В спортивном режиме опциональная пневмоподвеска здесь обеспечивает более жесткую настройку, поэтому нет крена или аналогичных явлений. Это очень прикольно. Управление задней осью на высоких скоростях предоставляет нам достаточно большую стабильность, поскольку она поворачивает в том же направлении, что и передние колеса на более низких скоростях. Это помогает при поворотах и также упрощает въезд и выезд автомобиля в городе, на парковках и тому подобное. Да, это действительно весело. Весьма здорово. В общем, это не самый спортивный электромобиль. Действительно, существуют более спортивные электромобили. Однако, учитывая внешний вид этого автомобиля, он не позиционируется как спортивный кроссовер или что-то подобное. И на самом деле ему и не обязательно быть таковым, но в то же время он действительно очень быстрый и вождение остается интересным. Рулевое управление здесь действительно естественное и приятное. И вы замечаете, что не нужно сильно поворачивать руль. Mercedes внесли изменения в это направление в своих последних новых моделях. Раньше на автомобилях Mercedes часто приходилось довольно сильно подруливать, ориентируясь на комфортное вождение по прямой дороге и так далее. Теперь же необходимости в этом меньше, и рулевое управление не становится слишком чувствительным или что-то подобное. Я думаю, что они нашли очень хорошее решение. Автомобиль веселый и спортивный, не нужно слишком сильно подруливать, но при этом сохраняется очень естественный характер рулевого управления. Здесь, в городе, благодаря более короткой колесной базе, по сравнению с другими моделями, вы чувствуете себя комфортно. Вы можете легко проехать по более узким дорогам и так далее, никаких проблем. Самое важное в городской езде заключается в том, что при опциональном управлении задней осью в максимальном положении до 10 градусов, задняя ось поворачивает в направлении противоположном передним колесам. И в таких ситуациях кажется, будто вы разворачиваетесь на месте. Знаете, что-то вроде... Это действительно удивительно. А это совсем не маленький автомобиль. Но эта опция фактически сокращает радиус поворота на 2 метра. Таким образом, радиус разворота у него, по существу, сравним с небольшим автомобилем. Кстати, вы слышали этот звук? Он связан с интересным новым законом для европейских автомобилей, только поступающих на рынок. В соответствии с новой гомологацией, автомобили должны иметь предупреждающий сигнал, который срабатывает, как только скорость превышается даже на 1 км в час. Однако это может быть довольно раздражающим. Потому что, по сути, когда ограничение скорости составляет 40 км в час, а мы едем 41, кому это важно? Это не имеет ничего общего с превышением скорости, опасностью или чем-то еще. Тем не менее, мы все согласны с тем, что в городах, особенно возле детей, каждый должен снижать скорость и ездить согласно установленному ограничению, будучи осторожными. В этом нет сомнений. Я, безусловно, придерживаюсь ограничений скорости, но считаю, что они должны быть реалистичными и не раздражать водителя. Mercedes учла эту проблему, и это действительно интересно. Таким образом, когда вы один раз превысили скорость, независимо от того, насколько небольшое было превышение, вы можете нажать на небольшой значок дорожного знака с динамиком на экране или на кнопку отключения звука на секунду. Это отключит звук. По закону, сигнал продолжает активироваться каждый раз, когда вы перезапускаете автомобиль. Действительно, с автомобилями некоторых марок, таких как NIO, мы столкнулись с забавным опытом. Когда звук предупреждения о превышении скорости был крайне громким и раздражающим. Там это было реализовано в виде голосового помощника, который буквально сообщает вам о превышении скорости. А здесь есть этот звук. Однако замечательно, что некоторые автопроизводители, такие как Mercedes, внимательно учли этот момент и сделали возможность отключить предупреждающий сигнал через 2 легко доступных ярлыка. Это демонстрирует развитие автомобильной промышленности в целом, все больше автоматизации и инноваций, хотя некоторые функции могут стать раздражающими для водителей. Некоторые улучшения в области безопасности действительно положительно влияют на нас. К тому же, некоторые новые технологические возможности могут быть полезными для клиентов, обеспечивая безопасность и ряд других преимуществ. Однако, насколько действительно полезными могут быть такие изменения, лично мне сложно сказать. И разгон по трассе от 80 до 120. Вот и все. Показывает наличие достаточной мощности в автомобиле.
Этот показатель даже превзошел наши ожидания. На португальской трассе максимальная допустимая скорость составляет 120 км в час. И несмотря на то, что снаружи ветрено из-за близости к морю, внутри автомобиля царит ощутимая тишина. Это говорит о хорошей шумоизоляции, обеспеченной окнами и другими элементами. В данном автомобиле установлена опциональная пневматическая подвеска, которая обеспечивает хороший комфорт. С 21-дюймовыми колесами ощущаются сильные неровности на дороге. Установка колес меньшего диаметра улучшила бы впечатление от вождения. Тем не менее, пневмоподвеска достаточно мягкая, особенно при возможности отрегулировать режим движения. Сейчас мы в спортивном режиме S. Здесь подвеска становится чуть жестче, а в комфортном она создает более плавное движение. Это определенно обеспечивает хороший комфорт во время движения, позволяя наслаждаться ездой на трассе на длинных дистанциях. Кроме того, установленные в данной модели сиденья Artico со своей мягкой поверхностью предоставляют еще больше комфорта, если они доступны на вашем рынке. Касательно систем помощи вождению, они включают адаптивный круиз-контроль, который управляется кнопками на рулевом колесе, а также активное рулевое управление для движения вперед-назад и влево-вправо. На португальских трассах скорость не такая высокая, как в Германии, что позволяет хорошо протестировать системы помощи вождения. В районе Лиссабона дороги достаточно извилистые, и при этом активное рулевое управление справляется с плавным изменением курса автомобиля, а водитель практически не прикладывает усилий для подруливания. Итак, активное рулевое управление в данном автомобиле проявляет себя хорошо и комфортно для водителя. Когда вы нажимаете на тормоз, происходит рекуперация энергии, однако в обычном режиме ее почти незаметно. Вы можете регулировать степень рекуперации с помощью лепестков. Слева сильная рекуперация с заметным замедлением при сбросе газа. Справа без рекуперации. В режиме D-Auto рекуперация происходит, когда автомобиль приближается к другому автомобилю впереди. Если же датчик ничего не обнаруживает, то рекуперации нет, и автомобиль просто движется вперед. Это хорошая настройка. Возникает дискуссия о предсказуемости замедления и целенаправленности настройки рекуперации. В обоих подходах есть свои плюсы и минусы. Однако стоит отметить, что независимо от выбранной настройки, после сброса или начала следующей поездки, система возвращается к обычной рекуперации. Это делается не из-за желания производителя подразнить или подколоть водителя, а из-за законодательных требований, согласно которым автомобиль должен проходить цикл вождения с одинаковым режимом рекуперации. Это может быть не очень удобно для потребителя и, возможно, требует изменений в системе регулирования. Сегодня здесь имеются идеальные температурные условия для работы батареи электромобилей, благодаря которым можно ожидать показателей потребления в 20 кВт-часов на 100 км. Это эквивалентно примерно 3 милям на киловатт-час и обеспечивает реальную дальность хода в 450 км. Конечно, при менее благоприятных температурных условиях эти показатели могут немного снижаться. Однако новый стандартный тепловой насос, как ожидается, должен компенсировать это снижение. Если вы хотите сравнить с конкурентами, обратите внимание на обзоры BMW iX или старшего брата, кроссовера EQS.